Друзья, и снова я очень рад вас видеть, потому что у нас сегодня очередное воскресенье, а это значит, что самое время снова подвести итоги недели в сообществе Diablo Immortal. И это уже 6-й выпуск рубрики «Новости сообщества». Подумать только, я веду свой канал только 5 месяцев, а это уже 6-й регулярный выпуск. И, как я уже говорил, мне очень нравится эта рубрика, потому что мы догоняем все, что произошло за последнюю неделю, что нового появилось в игре и кто чем недоволен. И, друзья, спойлер, игроки опять недовольны контентом. В патче, который вышел 26 ноября, не было никаких заметных изменений, а огромная простыня патчноута просто готовила нас к новому контенту в декабре. Вместо зеркальных самоцветов игроки получили фантомную рулетку, но, правда, в Черную пятницу 28 ноября разработчики все-таки расщедрились и запустили долгожданное событие. Ну и огромное количество спекуляций по возможному новому контенту завирусилось в сети. И многие блогеры даже выпустили ролики, но, правда, некоторые потом извинялись, что это оказались фейки. Все это и многое другое в еженедельном обзоре 10 самых интересных тем по мнению DI Tools. И, друзья, с вами я, Вас2232, и на этом канале я делаю обзоры по игре Diablo Immortal. Если вам нравится контент, который я делаю, поддержите это видео лайком. Ну и, конечно же, подпишитесь на мой канал. Это очень поможет развитию канала и выпуску новых роликов. Напоминаю, что все эти и другие темы я также публикую в своем телеграм-канале DI Tools. И если вы еще не подписаны на него, то обязательно подпишитесь. Мы там обсуждаем новости, события, механики игры, а также я там разыгрываю усиленный боевой пропуск коллекционера. Все ссылочки я буду выводить на экране, а также оставлю их в описании к этому ролику. Ну а мы переходим к тому, чем же жило сообщество эту неделю. А в сообществе, друзья, у нас пошли слухи о следующем обновлении. Не утечки, а именно слухи. Потому что на фоне затишья игроки начали спекулировать, что же может ждать нас дальше. И один из авторов выкатил целый набор идей, которые весьма даже интересно звучат в посте. Там он говорит о питомце Огненный Волк, который у нас может появиться в игре. И об этом, кстати, многие блогеры сделали видосики, в которых показали даже картинку этого питомца. У нас можно будет выбрать имя для основного питомца, плюс можно будет менять цвет по количеству прокачанных черт. Также рубины и турмалины у нас прокачают. У них появится либо вероятность критического удара, либо что-то связанное с критом, а также, может быть, нам бустуют их характеристики. Если, друзья, мы сейчас посмотрим, как выглядят наши рубины и турмалины прямо сейчас, то без плача ты на это просто не взглянешь. В разделе «Самоцветы» мы выбираем рубин и смотрим, что он нам дает. Первого ранга рубин дает всего плюс 80 здоровья. Ну, а на высоких рангах он дает нам несколько тысяч здоровья. Не десятков тысяч, а тысяч здоровья. Давайте посмотрим, сколько на моем персонаже сейчас жизней. 448 тысяч. Ну, если ему дадут плюс 3000 за то, что ты вставишь какой-нибудь 8 уровня рубин, ну, это просто смешно. В общем, рубины и турмалины реально требуют прокачки. Турмалин у нас отвечает за урон, и там тоже какие-то очень-очень смешные цифры. Ну и также игрок спекулирует насчет нового ожерелья, у которого может появиться 2 слота, и блогеры интерпретируют все по-разному. Все эти слухи перековеркали, потом оказалось, что это, в общем-то, скорее всего, фейк, но тем не менее у этого ожерелья может быть 2 слота для того, чтобы либо вставлять туда камни, либо вставлять туда 2 ожерелья и менять его между билдами. При этом автор поста сразу предупредил, никаких реальных утечек сейчас нет, все держится под строгим контролем. Китайские источники жестко режут любые лики, а блогерам сообщества публиковать что-то заранее просто запрещено. Все перечисленное выше только фантазии игроков, но некоторые звучат подозрительно реалистично, друзья. И действительно, на фоне полного затишья игроки начинают спекулировать на разные темы и придумывать различные идеи ради хайпа. Я считаю, что это
Наверное, правильно, учитывая, что в игру Diablo Immortal становится играть все скучнее и скучнее, и нарастает эта общая усталость сообщества. Ну а следующая тема, друзья, у нас касается поля боя. И игроки опять жалуются, что матчинг несправедливый. Один из игроков пишет странную вещь, что его матчат с китами, у которых огромное количество резонанса, а все остальные игроки вроде как с небольшим резонансом. И одна из команд просто выносит другую. Но что интересно, в конце, когда у тебя убирают минус 12 очков, если ты играешь на золоте за поражение, то тебе сразу же добавляют 12 очков и говорят: матчинг был несправедливый, мы возвращаем все эти очки. И игроки жалуются, что система на самом деле видит перекос заранее, но не пытается остановить матч до его начала. Приходится отыгрывать весь матч и ждать, пока ты умрешь, несмотря на то, что матчинг объективно несправедливый. Тут же игроки выступают с предложением, как же все это исправить. Ну, например, расширить подбор между регионами, чтобы было больше игроков в одной катке. Или, например, убрать расписание для поля боя вообще. И я, кстати, считаю, что это не совсем правильно, потому что расписание сделано как раз по количеству игроков. Если бы игроков было очень много, то это поле боя было бы доступно круглосуточно, потому что не было проблем бы ни с каким матчингом. Ну и также игроки пишут, что надо пересмотреть подбор так, чтобы соло китов не бросало к слабым игрокам. И тут тоже особенность, что иногда соло игроки ждут десятками минут для того, чтобы их смачили. Особенно, если у тебя очень большой резонанс. Почему, друзья, я и говорю, что для PvP не нужно прокачивать резонанс. Если вы хотите быть все время в топе, доходить до легенды, то балансируйте свои характеристики так, чтобы вас матчили с игроками примерно вашего уровня. А чем больше вы качаете резонанс и меньше обращаете на механики и скиллы на поле боя, тем больше вас будут сопоставлять с китами, которые будут вас выносить, и удовольствие от игры будет падать. Ну и, конечно, игроки говорят, что обязательно нужно добавить кнопку «Сдаться», которая срабатывает, если за нее проголосует 4 игрока. Это, кстати, очень интересная идея. Когда ты видишь, что матчинг реально нехороший, то ты можешь нажать эту кнопочку и выйти без штрафа. Прямо сейчас ты можешь тоже, участвуя на поле боя, выйти из матча, но тогда у тебя будет штраф, ты не сможешь матчиться там какое-то время, не сможешь подавать заявление на то, чтобы участвовать в катке. Плюс у тебя вычитают очки как за поражение. В общем, друзья, что вы думаете по этому поводу, пишите в комментариях. Будет интересно обсудить. Ну и, конечно, самая обсуждаемая тема уходящей недели – это огромный патчноут, который разработчики выкатили 24 ноября. Там они сделали такую простыню с огромным количеством изменений, и на первый взгляд кажется, что все после обновления 26 ноября у нас будет совершенно новая игра. Что у нас там появится нового? О чем был этот патчноут? У нас там появится область творения, которая стартует с 10 декабря и будет такой подготовкой к обновлению. Это будет событие, где мы будем просто получать награды за вход в игру. Также вернется событие сезона урожая с 10 декабря по 7 января. И это просто событие, которое включает другие периодические события, где мы будем зарабатывать дополнительные награды. С 10 декабря вернется забег по порталу, и снова можно будет спидранить по порталу и зарабатывать награды. Также изменится тропа гения. Это тоже очень интересный сервис. Давайте очень быстренько его посмотрим. Он находится, по-моему, в магазине в разделе «Услуги», и он называется «Тропа гения». Сейчас он стоит порядка, насколько я помню, здесь у меня не видно, около 2000 рублей, и он включает очень много наград за повышение уровня. В итоге мы получаем 1280 сфер
и 12 легендарных глифов. Еще 640 ключей претендента. Это на самом деле очень круто и за очень доступную цену. Но разработчики говорят, что они переработают эту тропу гения, и она будет в 2 раза дешевле или даже больше. Но на самом деле я ее не вижу, потому что она у меня куплена предыдущего сезона. Сезон у нас закончится через 18 дней, и как раз все эти обновления, скорее всего, появятся с новым сезоном. Также у нас изменится много функций. Появятся новые подсказки бафов, подвиги получат первые правки, там целая простыня этих правок. Продажа обычных самоцветов у нас также изменится, и мы уже видели это на рынке. Если мы быстренько зайдем на рынок, по-моему, эта механика уже работает. Теперь ты не можешь выставить самоцвет выше, чем 1 уровня. А давайте попробуем, как это вообще выглядит. Вот у меня есть, например, рубин 5 уровня, и он сразу же предлагает мне разобрать его на 81 единицу рубина 1 уровня. Но на самом деле большинство постов, которые связаны с недовольством новых механик рынка, идут как раз от игроков, которые не донатят, а просто перекачивают платину, используют вот эти лазейки игры. Чтобы игра была более справедливой, конечно же, нужно играть как можно честнее, а я считаю, что честнее это не использовать твинов. При этом я ничего против не имею, и на самом деле, друзья, если вам нравится тратить свое время, самый драгоценный ресурс на то, чтобы качать платину в Diablo Immortal, вместо того, чтобы заниматься какими-то другими вещами, общаться с друзьями или гулять на улице, или вообще, не знаю, ходить в зал, кататься на велосипеде или смотреть фильмы, то, пожалуйста, главное, чтобы вы не занимались какими-то вообще плохими вещами. В общем, огромное количество изменений, друзья. Если кто-нибудь их заметил, пожалуйста, напишите в комментариях, заметили ли вы какие-либо изменения, потому что после этого огромного патчноута я ожидал, что после обновления 26 числа у нас будет совершенно новая игра, но для меня вообще ничего не изменилось. Ну и также у нас изменятся функции, которые тоже отложен до 17 декабря. Это новые уровни сложности, легендарные обрывки, ротация испытаний адского реликвария. Там изменятся особенности из-за новых пекла 10 и 12. Ну и с 17 декабря изменится баланс. Слава богу, что сейчас баланс не меняется. Это помогает мне в поле боя наконец-то в PvP-каточках дойти до легенды. Мне осталось буквально 16 каточек, и я делал об этом ролик. Друзья, посмотрите обязательно, если еще не смотрелись. В общем, делитесь своим мнением, друзья, в комментариях. Я считаю, что этот патчноут раздут. Ничего нового мы в игре не увидели. Нас просто немножечко потизерили перед тем, что у нас ждет в декабре. А так игра просто скучна для тех, кто выполняет ежедневную рутину. И, друзья, с обновлением 26 числа игроки ждали зеркальных самоцветов. Все спекулировали, когда же будут очередные зеркальные самоцветы. Последние, по-моему, были 1,5 месяца назад. Все просто ждут эти зеркальные самоцветы. Ну, мы знаем, что они уже у нас активны с пятницы, но, тем не менее, в среду мы все хотели увидеть зеркальные самоцветы, а получили фантомный рынок, друзья. Это в стиле разработчиков. Все ждут какой-то халявы, а получают какой-нибудь скин или потратить как можно больше платины. Давайте посмотрим на эту призрачную галерею, фантомную рулеточку. И здесь, друзья, нам надо тратить огромное количество сфер для того, чтобы выиграть что-то стоящее. Но что интересно, в сообществе появился очень умный игрок, математик явно, и он решил математическим способом определить, до какого этапа нужно крутить эту рулетку, чтобы получить максимальную выгоду. И, в общем, игрок свел всю математику к стоимости силы самоцвета, потому что один глиф у нас стоит 160 сфер, и за него можно получить 1-звездный камень, 2-звездный камень или 5-звездный камень в древнем портале. И он в среднем рассчитал, что один
такой глиф стоит 3 с небольшим единицы силы самоцвета. Также он рассчитал, сколько стоит редкий глиф. Там тоже есть определенная математика, потому что он нам дает 4, по-моему, единицы осколка, а за 20 мы можем получить 1 единицу силы самоцветов. В общем, математика достаточно сложная, но при этом игрок вывел это все вот в эту таблицу, которую вы сейчас видите на экране. И до какого же момента рулетка выгодна, друзья? До 4-й попытки все выглядит очень неплохо. Примерно те же значения силы самоцветов, что и при обычных покупках. На 5-й попытке появляется небольшой плюс. Здесь рулетка дает максимум выгоды. А вот на 7-й попытке тоже нормальная точка выхода, если у тебя есть столько сфер. Ну, конечно, если они случайно не завалялись где-нибудь у тебя в кармане, если у тебя там десяток тысяч сфер в кармане. В общем, друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, до какой попытки вы крутили эту рулетку. Я честно скажу, что я прокрутил ее, по-моему, только до 1-й попытки. Больше мне не захотелось тратить сфер, потому что я решил их потратить на зеркальные самоцветы в будущем ролике, который я снял в пятницу и опубликовал его. Если вы его не смотрели, то обязательно посмотрите. Но мы можем нажать «Участвовать», и здесь действительно нужно уже тратить на 2-ю попытку. Вы видите, что за 1-ю попытку я выиграл 20 редких глифов. Не могу сказать, что это ужасно, потому что стоило это мне, по-моему, я не помню сколько, то ли 160, то ли 120. 120 сфер. В общем, я считаю, что эта рулетка не стоит того, и на самом деле проще, если ты хочешь купить что-то стоящее, зайти во внутриигровой магазин и купить это. Напишите в комментариях, если вы со мной не согласны. Ну и, друзья, на фоне всего этого безобразия игроки требуют от Blizzard нового контента. Где новый контент Blizzard? Игроки взорвали этим постом Reddit, где подписалось огромное количество игроков, пользователей, которые высказали все свое негодование. Каждый патч купи новую побрякушку. Вместо зеркальных самоцветов, пожалуйста, тебе фантомная рулеточка. Теневые битвы. Я могу смотреть, как мои 5-звездочные камни теряют ценность только ограниченное количество раз. Мы получили конвой в поле боя. Все, годнота на весь 2025 год закрыта. В общем, такое настроение сообщества, что они недовольны, что ничего нового не происходит, только платный контент. В общем, у сообщества реально бомбит. Они недовольны, что игра не развивается, не дает ничего нового, только платный или периодический контент. И все игроки ждут, конечно же, 17 декабря, когда у нас планируется огромное обновление. Там у нас изменятся уровни сложности. И мы, скорее всего, дойдем где-то до 1160-го, наверное, 70-го уровня, и нам надо будет быстро идти сразу до 1200-го, потому что мы сможем переходить на пекло 10. Там появится и продолжение кампании, если я еще не сказал, там еще у нас появится много всего нового, в том числе и новые сушки. В общем, это опять периодический контент, связанный с новым уровнем сложности. И, как всегда, мы будем прифармить до перехода на новый уровень сложности, а потом одевать наших персонажей в новую экипировку. Друзья, пишите, что думаете об этом безобразии и надоело ли вам играть в Diablo Immortal. Ну и, друзья, в дополнение ко всем этим спекуляциям и обновлению 17 декабря, которого все так заждались, потому что нам не хватает нового контента в игре Diablo Immortal, в сети завирусилось возможное изображение обновления, которое у нас будет 17 декабря. Некий блогер Jay-Z, которого я смотрю, он, по-моему, называется Game Zone. Ну, классный парень, тоже делает обзоры по Diablo Immortal, строчит эти ролики по 3 штуки в день, но не очень хорошо говорит по-английски, правда, я его научился понимать. Короче, он разобрал спекуляции другого испанского блогера, у подруги друга был друг, типа того. В общем, пока что это всего лишь, друзья, догадки. Вы сейчас видите картинку вот этого
предполагаемого обновления 17 декабря на экране, но, как оказалось впоследствии, друзья, он выпустил видеоролик, что все это фейки. И что у нас здесь в предположении было? Что у нас появится новый 5-звездный самоцвет, который будет связан с какими-то дотами, как он говорил в своем ролике. Также у нас изменятся уровни сложности, но это как раз и было упомянуто в патчноуте. Также у нас появится продолжение истории с Альбрехтом. Ну, конечно же, появятся какие-то изменения в древней экипировке. Сейчас у нас, насколько я знаю, доступен только шлем, а теперь будет доступен еще и нагрудный доспех или плечи или что-нибудь еще. Ну и также у нас появится коллаба с WoW, и там появится снова вот этот вот Лич, король, которого мы будем убивать. Ну и также у нас появится снова наш любимый самоцвет, который называется Череп, друзья, Скорби, который как раз был и приурочен этой коллабе с WoW, по-моему, год назад, и мне удалось получить достаточно копий. Сейчас его можно качать только за жемчужины, но теперь можно будет набрать кучу этих копий. Тем не менее, друзья, все это спекуляции, не верьте этому, это все фейки и искусственный интеллект или просто человек, который хорошо работает в фотошопе, потому что действительно всех блогеров Blizzard держит сейчас на коротком поводке. Я не имею никакой коллабы с Blizzard, я могу предполагать, делиться, но я никогда не делаю никакие фейки, не рассказываю о чем-то, в чем не уверен и не имею каких-то реальных подтвержденных источников. Поэтому, друзья, нам не стоит ничего серьезного ждать до 17 декабря, но, конечно, вот эта простыня патчноута, которую мы получили 24 декабря, говорит о больших изменениях, которые у нас будут как раз 17 декабря. Пишите, вы верите в эти фейки или нет. Очень многие блогеры выпустили свои видеоролики, я их не делал, я все это постил в телеграм-канале, там новости у нас выходят гораздо чаще, поэтому, друзья, самый лучший способ — это подписаться на телеграм-канал DI Tools по Diablo Immortal, где все новости, а также информация, что это фейки, выходит в самую первую очередь. Ну и, друзья, слава богу, разработчики сделали всем огромный подарок. Они наконец-то запустили событие «Зеркальные самоцветы», которое я уже пробежал и в пятницу делал об этом ролик. Друзья, обязательно посмотрите его. Не буду спойлерить. В общем, какой у меня был дроп, я вам не скажу. И, конечно же, это очень обсуждаемая тема. В сообществе все постят свои скриншотики с дропом. И, друзья, наш DI Tools, сообщество Diablo Immortal в телеграм-канале тоже не исключение. Давайте сейчас посмотрим, какой же дроп был у наших подписчиков. И вот этот дроп был у подписчика Артема. Ему выпало 4 бурлящего исхода, один из которых 5 из 5. Господи, этот дроп должен был у меня. Ну, теперь он может получить прямо сразу 4-го уровня камешек бурлящий исход и прокачать его еще, по-моему, на 1 ступень до 5-го уровня, и сразу он будет 5-звездный. Следующий дроп у нас игрока Алексея, Иксиот Рыженков. Я не помню, он говорил, что это его твина или что-то еще, но 6 окровавленных нефритов. Ну, это просто, друзья, несправедливость. Мне реально не везет. Хоть все эти камни и 3 из 5 самая большая звездность, но все равно я считаю, что это очень круто. Я поздравляю Алексея и безумно, конечно же, за него рад. Алекс, подписчик нашего канала, делится таким дропом. И здесь вот у нас из 5-звездных камней Зов Ревуна. И Зов Ревуна — это не очень популярный камень. Я считаю, что дроп такое себе, но если пересчитывать все это на силу самоцветов, то, конечно же, 64 силы с зеркальных самоцветов очень круто получить, если еще не брать все остальное. Денис Карачурин делится вот таким дропом. И здесь также Зов Ревуна. Что за камень, блин, лезет в дроп? Но здесь 4 бурлящих
бурлящего исхода. И это реально крутой дроп. Поздравляю Дениса. В общем, считаю, что тебе реально повезло. Ну и S-дизайн. Игрок с S-дизайном, он показывает, что зеркальные самоцветы могут быть неудачными, примерно как и для меня. Блин, я проспойлерил, друзья, но все равно посмотрите мой ролик, я не буду делиться своим дропом, посмотрите его в моем ролике, но у меня была такая же картина. В общем, мне тоже не повезло на этих зеркальных самоцветов, так что мы с игроком S.Design в одной лодке. Ну и интересный еще скриншотик прислал игрок или подписчик с ником GHGH. Я не совсем понимаю, действительно ли такой возможен дроп, но раз это картинка, скорее всего, это не фейк, но раз, два, три, четыре, 6 бурлящих исходов. Ну, это очень круто, друзья. У меня ни разу не выпадало больше, чем 2 5-звездных камня. В зеркальных самоцветах ни разу не было... Подождите, у меня было 2 5-звездных камня. Как раз, когда я получил нефрит 5 из 5. Там еще выпал 1 камень. Ну да, но это были не зеркальные самоцветы. Такого, чтобы у меня было по 4, по 6, такого никогда не было. Ну, это то, к чему нужно стремиться. Друзья, я очень рад, что вам так повезло. И спасибо, что поделились это в телеграм-канале DI Tools. И, конечно же, наверное, это потому, что все эти пользователи, они подписаны на мой канал. Скорее всего, я очень надеюсь, если не подписаны, обязательно подпишитесь. И, конечно же, на телеграм-канал DI Tools, потому что нашим игрокам нашего сообщества очень, друзья, везет. Поэтому подписывайтесь на канал DI Tools, и вам всегда будет фартить в зеркальных самоцветах. Ну а, друзья, следующая обсуждаемая тема скорее риторическая. Игроки задаются вопросом, куда же уходит весь донат в Diablo Immortal. Я не помню, где-то я писал, что в день Diablo Immortal может поднимать на донатах до $1 миллиона. Как раз когда запускают они какую-нибудь крутую рулетку или крутые какие-нибудь скины или что-то обновляется, они снимают очень огромный пул донатов. Но игроки, конечно же, спекулируют, потому что большинство игроков, которые недовольны развитием игры, они пишут это в Reddit, они не очень много донатят, но есть и те, которые много, и они, конечно же, размышляют, куда же Blizzard тратит все эти донаты от китов. В общем, есть предположение. Это могут быть яхты, наркотики, спорткары и частные джеты. Но также кто-то прагматичный, он говорит, что на серверную инфраструктуру все подорожало. И здесь я, друзья, конечно же, согласен, потому что поддерживать такое количество серверов, вы знаете, что все мы играем на серверах, которые расположены где-то очень далеко, а клиент, через который выводится все на экран нашего компьютера, просто получает от серверов информацию. Поэтому, конечно же, разработчики должны поддерживать это все в рабочем состоянии и постоянно заботиться о скорости, потому что все мы хотим, чтобы у нас не было задержек. Ну и также игроки предполагают, что разрешенный трейд аккаунтов убивает экономику. Зачем донатить, если можно купить сильный аккаунт за копейки? Это тоже интересное предположение, что сейчас же у нас идет схватка миров, и многие игроки перепродавали свои аккаунты, чтобы добиться вершины в этой схватке. Что вы думаете по поводу продажи аккаунтов? По-моему, это очень-очень темная тема, и легко достаточно вернуть свой аккаунт через поддержку Blizzard, сказать, что ты забыл пароль, даже после его продажи, и игрок, который его купил, он может остаться ни с чем. Но также игроки пишут, что команда разработки минимальная, буквально пару человек там сидит в офисе NetEase. Я недавно делал видеоролик по ферме Платины, и многие предположили, что может так выглядеть как раз офис NetEase. Но, конечно, это не так. Это очень серьезная компания Blizzard, которая принадлежит Microsoft, и NetEase — это китайская компания, которая разрабатывает игры. Она очень-очень крупная, и офис у нее
очень высокого класса, и там работают действительно крутые специалисты, но продакт-менеджеры, которые двигают игру Diablo Immortal, и те, которые стоят у истоков этой игры, они иногда могут выглядеть так и больше подходить к офису вот именно фермы Платины, чем к какому-нибудь серьезному офису с белыми воротничками. В общем, последний комментарий. Игрок пишет, что игра может зарабатывать 6-7 миллионов в месяц, но непонятно, куда это уходит. Ну, друзья, на самом деле это не очень много, и игра действительно прибыльная, она действительно зарабатывает, но все равно она не может развиваться так, как ей хотелось бы, потому что она зарабатывает очень и очень мало. Вы видите, сколько игроков у нас в сети, сколько играет, как вы можете подобрать отряд, почему поле боя, опять же, у нас действует не круглосуточно, а только короткие промежутки времени. Это все завязано на количество игроков. Действительно, не так много игроков. Даже сообщество Reddit в Diablo Immortal — это всего 35 тысяч человек в месяц. Месячная аудитория Reddit 35 тысяч человек. Ну, 6-7 миллионов — это совсем ничего для того, чтобы поддерживать персонал, для того, чтобы поддерживать сервера и иметь огромное количество сисадминов, программистов, ну и, конечно же, дизайнеров и огромное количество ресурсов для того, чтобы создавать этот замечательный контент. Но, друзья, я считаю, что игра очень классная. И если бы вы, вот на секунду подумайте, если вы сейчас вернетесь назад и будете игроком, который только вступает в мир Diablo Immortal, вот, но игра уже в том виде, в котором она сейчас, вам нужно пройти весь этот путь заново. Вы представляете, сколько контента сейчас в игре, сколько контента появилось за 3 с лишним года. Эта игра очень круто развилась, и все деньги, друзья, идут на это развитие. Ну и, друзья, очередная тема, которую обсуждают игроки в сообществе, это тема поля боя, это тема PvP, и игроки жалуются, что при текущем балансе броня просто не держит криты. В общем, они очень расстроены, что сейчас механик или каких-то ресурсов, самоцветов, камней, легендарок, которые препятствуют крит-урону, очень мало. При этом у нас в игре, по-моему, в последнем обновлении, когда у нас появился как раз призрачный виток, у нас появился такой классный камень. Насколько я знаю, он называется Mountain Toe, но я не помню, как он называется по-русски. Давайте быстренько посмотрим, как он называется. И называется он, насколько я знаю, «Горная кромка». Очень странный перевод. Mountain Toe — это, я бы сказал, горная ступня там, или нога. Но, в общем, этот камешек первого ранга, и на первом ранге он дает увеличение сопротивления критическому урону на 4%, что, конечно же, очень мало. Это как мертвому припарка, это примерно так же, как рубин, который дает тебе 80 жизней, когда у тебя 450. И вообще не понимаю, кто из китов может ставить красные камни в свои слоты. У меня есть эти камни, кстати, красные в моих слотах, но я их постепенно заменяю именно турмалинами на урон, хотя там те значения урона, которые дают турмалины, это тоже мертвому припарка. В общем, самое тревожное, что тревожит игроков, это даже высокие показатели защиты мало помогают от критических ударов. Один игрок пишет: у меня 9к брони. Но это реально крутой игрок, я вам могу сказать. А я все равно чувствую себя слабым. На что другой добавляет: а у меня 8,5к брони. И эффект тоже. Ну, друзья, я могу здесь сказать, что они просто матчатся с игроками, у которых этот показатель может быть выше. Давайте посмотрим, какие показатели у меня. У меня как раз сейчас PvP билд. Я опять говорю PvP, чтобы никого не раздражать, не PvP. И, кстати, я запустил по этому поводу голосование в DI Tools, в телеграм-канале DI Tools, поэтому подписывайтесь обязательно на этот канал и проголосуйте, как правильно говорить, PvP или PvP. Я просто общаюсь
с соклановцами или с игроками со своего сервера на английском, и там очень часто говорю PvP, и мне иногда сложно сказать по-русски PvP. Для меня это реально неестественно звучит, но для русскоязычной аудитории неестественно может звучать PvP, поэтому извините тех, кого я обидел или затронул за что-то живое, я, конечно же, не хотел. Вот смотрите, у меня броня 5000, пробивание 4800. Ну и, соответственно, если я сражаюсь с игроком, у которого пробивание брони больше, чем мои 5000 брони, то, конечно же, его критические удары будут очень сильно меня дамажить. Поэтому, друзья, сосредоточьтесь на этих характеристиках, чтобы вас матчили с игроками вашего уровня или слабее, смотрите, чтобы у вас не был очень большой резонанс. И я считаю, что это очень правильный способ играть PvP, именно сосредоточиться на характеристиках, на аффиксах перековки, на свойствах, на синергии камней, потому что в моем билде есть даже однозвездные камни. Посмотрите, раз, два. Так, это у нас, по-моему, двухзвездный камень, но тоже уже требует прокачки. Они все заточены на контроль, но здесь, друзья, все сбалансировано. И это позволяет мне достаточно быстро и просто дойти до легенды с винрейтом. По-моему, у меня 65 или сколько там, 67. Сейчас посмотрим, 68%. Я сейчас нахожусь на золото 5, и я в своем предыдущем ролике про PvP, где я показываю, как проходят катки на золоте для меня, показываю, насколько это сложно, какой матчинг, и даю свое мнение, как выглядит сейчас PvP в игре Diablo Immortal после последних обновлений. И забегая вперед, я скажу, что матчинг стал справедливей. Да, я считаю, это для игрока, который не имеет твинов, который просто ежедневные задания делает, играет по минимуму, но старается быть на уровне сервера. Это именно я. Я считаю, что вот для таких игроков игра Diablo Immortal, именно PvP-режим, стал более справедливым. В общем, мне осталось 16 каток для того, чтобы дойти до легенды. И, друзья, я постараюсь записать последнюю катку, именно перехода на легенду. А перейдя на легенду, мы сможем получить 10 легендарных глифов. Ну и, скорее всего, где-то я буду здесь вот 51-100, и тут 72 обычных камня. Это, конечно, ничто, потому что это буквально там половина твоего еженедельного капа, но вот классный ресурс — это камешек перековки. В общем, друзья, что вы думаете по этому поводу, обязательно пишите в комментариях, но темы недовольства матчингом всегда будут присутствовать. И если вы думаете, что резонанс поможет вам в PvP, конечно, он играет роли, но не такой сильный, то сосредоточьтесь лучше на обычных камнях и на прокачке других своих аффиксов, навыков, легендарной экипировки, мощи, сопротивления, если вы используете камни, которые используются или бустуются негативными эффектами. В общем, все касается здесь синергии вашего билда. И я, кстати, делал, по-моему, об этом ролик. Поищите, пожалуйста, у меня на канале. И, друзья, последняя тема 6-го выпуска немножечко грустная. Это общая усталость игроков от игры Diablo Immortal. В общем, усталость на самом деле растет и по причинам предыдущих наших тем, которые мы обсуждали. Это отсутствие контента, ну и также от повторяющихся событий, потому что игроки становятся рабами игры, и у них вот этот вот эффект FOMO, Fear of Missing Out, когда ты боишься упустить что-то и должен постоянно гриндить, фармить или спамить. В общем, игроки устают. Они продолжают обсуждать общее состояние усталости от игры, и настроение там, мягко говоря, не очень. Один из участников прямо говорит: прокачка теперь почти полностью зависит от расходов. Особенно после того, как изменили рынок и закрыли возможность бустить второго персонажа через альтов. Но напишите, пожалуйста, в комментариях, изменилась ли настолько механика, те, у кого есть альты и твины, как вы теперь обходите все эти изменения, связанные с рынком. Я думаю, что решения найдутся, и на самом деле усталость от этого, конечно же, должна быть у игроков, потому что разработчики действительно стараются сделать игру более справедливой. Мы об этом говорили.
При этом я ничего не имею против таких игроков, потому что они тратят еще гораздо более ресурсов. Они, как я уже и говорил, меняют свой самый драгоценный ресурс — это время на игру Diablo Immortal. Что, кстати, не так уж и плохо, как я опять же и говорил. Другие игроки пишут: старые киты просто проигрывают на поле боя, если не догоняют новые пятизвездные камни. И это на самом деле тоже я здесь не очень согласен, потому что если ты кит и позволил себе старый пятизвездный камень, то накопить на новый тоже сможешь. Тебе нужно только добыть необходимое количество копий. Ну, а как ты стал китом? Китом можно стать, если у тебя очень большой кошелек. Ну, а поменять свой билд по камням, имея только копии, достаточно легко, потому что с новой системой резонанса ты можешь выкачивать силу самоцветов из одного камня и закачивать его в другой. Это делается достаточно просто, при том, что ты можешь питать его еще и резонирующими камнями. Если это немножечко сложно для вашего понимания, друзья, то вот этот вот ролик подробно рассказывает о новой системе резонанса и о том, как качать пятизвездные камни. Еще игроки пишут: у меня все нормально, возможно, тебе стоит сменить сервер. И здесь я просто с этим согласен, потому что действительно, если игра становится скучной, друзья, то, возможно, тот сервер, на котором вы играете, просто скучный. Просто попробуйте поменять сервер, поменять класс, поменять, наконец, пул своего персонажа, и я уверен, что игра откроется новыми красками. На самом деле, смена класса — это один из способов уйти от усталости. Я до сих пор не менял класс. Я вечный охотник на демонов. Единственное, что я сделал, это поменял пол своего персонажа, но и то потому, что скины на девочке выглядят гораздо лучше. Смотрите, какая она красавица, да, еще с этим хэллоуинским скинчиком, с вылетающими духами. Ну и мне очень нравится вот этот скин из какого-то боевого пропуска, он просто замечательный. Он как бы подчеркивает всю красоту моего Нефалема. В общем, это очень классная тема. Друзья, меняйте класс, ищите новые сушки, сразу появляется огромное количество задач, и удовольствие от игры у вас снова придет, потому что самое главное, конечно же, что мы хотим получить от игры, это удовольствие, друзья. И, друзья, это все темы, которые я хотел обсудить в этом выпуске новостей сообщества. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете о последнем обновлении, что вы думаете об изменениях на рынке, действительно ли эти изменения мешают фри-ту-плейщикам перекачивать платину между своими твинами. Ну и, конечно же, пишите, устали ли вы от игры Diablo Immortal и как вам PvP-каточки, как вам подбор там, на каком ранге сейчас находитесь вы, потому что сезон у нас подходит к концу. Ну а с вами был Вас2232. Если вы еще не поставили лайк этому видео, пожалуйста, поставьте, проверьте, что вы подписаны, а мы с вами увидимся в следующем ролике.